Привет всем, а также приветствую всех своих подписчиков, а также всех зрителей, которые заходят на мой канал. Сегодня я вам сейчас покажу такое замечательное платьице на ребенка 1,5–2 года. Мы его с вами вместе вязали. Мастер-класс я давала от начала вязания до конца, с первой петли и до последней. Это платьице связано крючком. Обратите внимание, здесь связано крючком, идет круглая кокетка, затем край кокетки обработана другим узором. Тут идут в основном полустолбики, я вязала, потом переходила на столбики, через 3 столбика я делала как бы пропуск для дырочек вот таких. Ну, там все описано в мастер-классах, вы можете посмотреть подробно. А потом уже вот таким эти узоры, вот такой узор и этот узор, данные в уроках, можете посмотреть там, где узоры крючком. Очень несложный. В основу я этот узор почему положила, потому что он несложный в вязании, но в то же время он хорошо держит платье, низ не закручивается, и в то же время он хорошо смотрится. Вязала я сверха, вы посмотрите, от кокетки, потом переходила вот здесь вот столбики, типа как после кокетки я делала как такой вот, как поясочек. Начинала вязать вот отсюда, то есть провязала сначала кокетку с этими, со всеми воланчиками, а потом уже отсюда уже начинала от столбика вот от этих снизу вязала, как поясочек такой, и дальше основным узором вязала. Вот смотрите, в уроках там очень все подробно рассказано в мастер-классе. Так посмотрите, конечно, кого заинтересовало данное платьице. Это я вязала на 1,5–2 года. Если ребенок худенький и не очень высокий, подойдет и на больший возраст. А так можно очень, платье универсальное. Его можно носить и до большего времени, чем 1,5–2 года. Здесь можно низ потом довязать, какую-то оборочку здесь сделать, или здесь кайму сделать, если, допустим, не будет таких ниток. В общем, можно достаточно много вариантов придумать и это сделать. Так, я вот еще вам покажу его. Сейчас с обратной стороны посмотрите. Вот я перевернула платье с обратной стороны. Можете посмотреть. Я хоть и на кокетке, и здесь объем как бы такой вот по шее, окружность шеи 35 сантиметров я делала. Но в то же время я все равно сделала здесь разрезик. Вот смотрите, вязала отдельно тут. Тоже описано. И вот пуговичку такой пришила, чтобы ребенок не нервничал, когда одевать, чтобы было совсем как бы при одевании свободно было. Поэтому я решила так сделать. Оно получается вот как капелька здесь, видите? Вот так. Видите, как хорошо выходит.
Так. Платье, конечно, очень так, оно как бы просвечивается. Но чтобы платье внизу, вверху я не делала чехольчик. А внизу я сделала, вот посмотрите, вот такой чехольчик. Это шифон плотный. Я набрала такой, он качественный, натуральный, чтобы ребенку было удобно, чтобы оно не кололо, не чесалось тело. И вот я сделала. И вот теперь оно как бы и не просвечивается. Видите? Вот так будет. Вот. И закрепила здесь, смотрите, что я сделала. Вот ниточкой такой. Вот. Я закрепила этот чехольчик, чтобы оно и на этой стороне точно так, чтобы, когда платье одевать, чтобы сам по себе чехол не отходил от платья, как бы придерживал. Вот видите, немножко. А почему я сделала на такой вот ниточке, как цепочка, чтобы оно могло двигаться, свободное движение чехла и платья, не тянуло друг друга, чтобы. Сейчас я вам покажу с изнанки. Вот данное платьице показываю с изнанки. Смотрите, как тут все аккуратно, что на лице, что на изнанке. Никаких нету изъяна. Видите? Вот, теперь я показываю вам, как я, вот смотрите, как я пришивала чехол, как подъюбник внизу. Я его не по всему платью так пришивала, а вот отсюда. Эту часть, вот где я вам показывала, там как поясок вроде бы я с лицевой стороны связала столбиками с накида. Я вот сюда пришила, вот видите, я вам поближе покажу. Пришила вот такую ажурную, как кружевную резинку. Она очень хорошо тянется. Эта резинка растягивается. Это специальная резинка, которая тянется. Вот я ее пришила. Потом на эту резинку я пришила уже вот такой, видите, подъюбничек получился. Подъюбник очень качественный, мягкий, нежный, натуральный, как чтобы для ребенка было, я вам говорила, чтобы не кусало, не как бы это, чтобы хорошо себя комфортно для тела и для здоровья было хорошо для малыша. Вот такой у нас, это с изнанки. Изнаночная сторона платья. Вот, я сделала этот подъюбничек покороче. Вот, видите? Так. Сейчас я вам переверну. Это изнаночная сторона со спинки. Тоже тут все тоже аккуратненько. Изделие, когда вяжете, обязательно должно быть, что с лица, что с изнанки, очень аккуратно, качественно. Вот, это что я вам говорила, такая вот резинка кружевная. И она очень нежная, такая мягко тянется. Не то, что обычные резинки, а это такая тянется очень-очень нежно. Все, это наш подъюбничек.
Все достаточно посмотрели. Вот я еще вам даю его, это платье крупным планом. Кого это платьице заинтересовало, а я думаю, такое платье не может не заинтересовать, пожалуйста, смотрите мои уроки, мастер-класс. И если вдруг что-то непонятно, обращайтесь, я всегда подскажу. Так. Надеюсь, вы тоже такое сможете связать платьице. Так, я думаю, все тут понятно. Все, спасибо вам большое, что вы посещаете мой канал, интересуетесь моими работами. Благодарю за внимание. Подписывайтесь. С нетерпением буду ждать. Всего доброго. До свидания.